Но иногда человек заморачивается в своих делах, и у него все забывается. Знаете почему? Потому что для того, чтобы общаться со святым человеком, нужно для этого вдохновение, особенно на первых порах. Много лет молитвы даст возможность от самой молитвы черпать вдохновение. Но на первых порах нужно вдохновение получать от других источников. И этими источниками являются общение с такими людьми, которые идут этим же путем. Вот, допустим, здесь многие вдохновились лекциями. Знакомьтесь друг с другом, встречайтесь, общайтесь, ходите на радугу, проводите семинары, тренинги, вдохновляйтесь идти дальше. Не сидите дома, не думайте, что работа просто, а вот жизнь вот эта вот домашняя, она вас вырвет из вашей тяжелой судьбы. Всегда только общение вдохновляет человека идти тем же путем дальше. Те, кто не общаются, они забывают, у них замыливается все, и они не могут уже дальше так же жить. Особенно это касается Риги, потому что Ригой управляет Венера. Это планета, связанная с общением. Люди, которые здесь живут, они должны постоянно жить в общении. Они должны от общения... Общение не означает ля-ля-труля-ля. И говорить о том, как у нас все плохо, какая страна плохая и какое плохое правительство. Это называется оскверняющее сознание общения. Это общение, убивающее жизнь человека. А настоящее общение... Это общение ворон, веды говорят, это общение ворон. А вороны встречаются и каркают друг с другом. Каркают. В результате их жизнь протекает на мусорке. Ворон. Теперь есть, веды сравнивают, веды говорят, это не мои слова, веды говорят, есть еще общение лебедей. Лебеди чистые, светлые птицы, да? И это сравнивается общение с общением о возвышенных вещах, то, о чем мы сейчас с вами говорим. И лебеди в результате в своем сердце живут в чистых водоемах. Они на мусорках не водятся, лебеди. Они плавают в чистых водоемах, и они верность проявляют друг другу. А это чистые птицы, очень красивые, так? Я хочу, чтоб жили лебеди. Да, помните песню? Я тоже хочу, чтобы жили лебеди, и чтобы эти лебеди жили прямо в этом зале, на каждом сидении, на котором они сидят. Но для этого они должны дружить с лебедями. Потому что человек может быть и лебедем, и вороной, в зависимости от того, о чем он говорит. И это следующий важный момент сегодняшней лекции, что звук общения человека определяет его судьбу общения. Если человек очень много времени в своем общении выделяет каким-то вещам, которые не имеют значения большого в жизни. Была такая юмореска, смешная, потому что она показывает как раз это общение. Раки были очень большими. По 5 рублей. Человек стоит возле раков на рынке и размышляет. Причем 15 минут, вся юмореска, одни и те же слова, и все падают со смеху, потому что это их жизнь. Он говорит, раки очень большие, по 5 рублей. Ну, по 5 рублей, но очень большие. А по 3 рубля дешевле, но маленькие. Но по 3 рубля, но маленькие. А по 5 рублей большие, но по 5 рублей, блин, но большие. И так 15 минут, и все падают со смеха просто. И в результате он закончил свое рассуждение тем, что у меня и рубля нет, и пошел. Люди чем в жизни занимаются? Они постоянно что-то обсуждают. У тебя какая дочь? У меня вот такая вот, она пошла в школу, там во столько-то, и там, и они разговаривают об этом, кто куда пошел, кто зачем сделал. Я помню, в Риге меня поселили в одной квартире, я прошел мимо 3 женщин. И когда я проходил, я узнал про свои очки, про свой нос, про лысину, про все. И про то, что я живу на таком-то месте. У меня были сомнения, потому что я никогда не помню, где я живу. Но они мне объяснили, где я живу. Хотя я 2-й раз только туда заходил. Они уже все знают, где я живу, какая у меня лысина, какой нос. И то, что я по газонам прошел чуть-чуть. 1 шаг на газон сделал. Так срезал чуть-чуть. Все про меня рассказали. Но они чем занимаются в своей жизни? Они просто попусту тратят свое драгоценное время. Все. Это называется на санскрите праджалпа. Праджалпа означает ядовитая беседа, беседа, убивающая жизнь.
Когда люди просто говорят ни о чем. Допустим, подружка позвонила, ну как у тебя дела? Что надо ей ответить? Надо ей ответить, что-то у меня голова болит, позвони в следующий раз. Потому что у вас точно она заболит через час такой беседы, можете не сомневаться. Если вы час с ней поговорили, вы хотели там молиться, работать над собой, много что сделать. Вы час поговорили с подружкой, вот так про джаупой позанимались. И дальше что произойдет? У вас пропадут все силы. Вы положите трубку, и вы не сможете больше ничего сделать. Все. Она высосет из вас, эта беседа, всю кровь. Так или нет? Поэтому что надо делать? Надо говорить, слушай, я в туалет захотел, давай поговорим в следующий раз. И положить трубку просто, и все. И она думает, что-то она часто в туалет хочет, я не буду ей звонить. Позвоню другой. Некоторые думают, ой, как-то неудобно. Вот неудобно. А вы знаете, это ведь беседа, она не является какой-то ценной. Поэтому зачем ее проводить? И человек, который стремился к этой беседе с вами, он не обратит на это внимание, что вы положили трубку. Он не придаст этому значения, потому что для этого человека эта беседа ничего не значит для самого. Она предназначена просто для того, чтобы тратить время, и все. Тратить время. А человек в своей жизни не должен тратить время, потому что время, оно очень драгоценно. Каждая секунда жизни рождает следующую жизнь.